друзья! Привет! Сегодня у нас в программе десерт. И непростой. Золотой! Да, это будет, как вы могли догадаться по яблочкам, апфельштрудель. Яблочный штрудель. И не простой, а настоящий венский штрудель, который готовят в кафе «Резиденс» у входа во дворец Шомбурн, где, кстати, родился и умер император Франц Иосиф. Последний император. Но мы, конечно, постараемся повторить технологию того, как нам показали на этом штрудель-шоу. И надеемся, что у нас получится. Но дело в том, что можно, конечно, купить готовое тесто, слоеное или фило и приготовить штрудель. А можно сделать тесто вытяжное, очень простое, и ингредиентов немного, и с ним очень приятно работать. Поэтому посмотрите шоу. Наше до конца. Шоу, да. Если не попадете в кафе «Резиденс», можете посмотреть наше шоу. Посмотрите наше шоу до конца, и надеемся, что у вас на столе дома тоже появится такой замечательный штрудель. Для начинки используются яблоки, причем желательно, чтобы яблоки были твердые, зеленые. Голден. Нет, это Гренни Смит. Но можно и Голден. Изюм, панировочные сухари, которые мы обжариваем в масле предварительно. Сахар, корица, лимонный сок. Все количества, как всегда, будут указаны в описании. Так что смотрите видео до конца и все сами увидите. А мы начнем с теста. Поехали. В предварительно просеянной муке добавляем 2 грамма соли, перемешиваем, делаем лунку, добавляем остальные продукты. 1 яйцо, 20 грамм растительного масла и 100 грамм теплой воды. Сперва смешиваем все с помощью лопаточки или ложки. А потом начинаем месить руками. Как только все тесто у нас собралось, начинаем месить на столе. До того момента, когда оно перестанет липнуть к рукам, станет однородным и гладким. На это может уйти 5-7 минут. Во время замеса можно помогать себе скребком. Наконец-то тесто перестало липнуть к рукам. Вот такое вот эластичное и податливое оно получается. Нам надо дать тесту отдохнуть. Миску смазываем небольшим количеством масла растительного. Кладем туда наше тесто. Закрываем пищевой пленкой и убираем в сторону минут на 30-40. Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Сначала зальем изюм кипятком. Буквально через пару минут откинем его на сито. Нам нужно, чтобы изюм просто был мягким. Панировочные сухари обжариваем в сливочном масле. Нам надо довести их до золотистого цвета. А я пока яблоки очищу от кожуры. И удаляем сердцевину. Яблоки нарезаем на дольки. Вот так. Если встречаются косточки, мы их удаляем. А затем каждую из долек нарезаем на очень тонкий слайс. Яблоки закидываем в отдельную емкость, в которой будем готовить нашу начинку. Добавляем изюм, обжаренные сухари, добавляем сок половинки лимона, сахар перемешиваем с корицей и добавляем эту смесь в нашу начинку. Все аккуратно перемешиваем. Все, начинка готова, возвращаемся к тесту. Накрываем нашу доску чистым полотенцем и припыляем его мукой. Вытаскиваем тесто, которое у нас отдохнуло. Делим тесто пополам, потому что мы будем готовить 2 штруделя. 1 колобок убираем обратно под пленку, а со вторым будем работать. Сначала его разминаем.
и раскатаем слегка скалкой. Стараемся делать прямоугольный пласт. Когда мы тесто достаточно раскатали, начинаем его растягивать таким вот образом. Растягивать его можно и вот такими движениями, на кулачках. Нам надо, чтобы у нас получилось очень тонкое тесто. Теперь пласт наш смазываем растопленным сливочным маслом. Выкладываем половину начинки на тесто, отступив от края сантиметров 10. На боков тоже оставляем сантиметра 3. Вот так вот утрамбовываем начинку, чтобы она была таким валиком. Накидываем вот этот кончик на начинку. Вот так вот аккуратненько. А затем с помощью полотенца начинаем прокручивать наш штрудель. Так, прокрутили. Смазали край еще раз сливочным маслом. И вот так вот надели на штрудель. Кончики мы вот таким образом закручиваем. Лишнее убираем, а край подгибаем под штрудель. Перекладываем наш первый штрудель на противень. Выкладываем штрудель таким образом, чтобы шов оказался внизу. Также поступаем со вторым кусочком теста. Вначале его разминаем руками, придаем прямоугольную форму, раскатываем сначала скалкой, а потом растягиваем руками, так же, как и первый пласт. Вот и второй лист теста готов. Смажем его маслом. Но укладывать начинку мы будем не так, как мы увидели на штрудель-шоу, а так, как нам нравится. То есть мы будем распределять яблочную начинку по всему пласту. Края теста по-прежнему оставляем свободными. Заворачивать мы будем чуточку по-другому. Сначала мы закроем края, а потом будем скатывать штрудель с помощью полотенца. Вытянем немножко вот здесь тесто, смажем его маслом и закрутим. Второй штрудель у нас тоже готов. Перекладываем его тоже на противень. Выкладываем штрудель таким образом, чтобы шов оказался внизу. Смазываем их маслом растопленным сливочным. И убираем в духовку разогретую до 190 градусов минут на 35-40. О-ля-ля, какие у нас получились штрудели. Смажем наши прекрасные штрудели растопленным сливочным маслом и присыпем сахарной пудрой. Вот какая красота! Самый ответственный момент – дегустация. Между прочим, кстати, на штрудель-шоу это был самый важный момент. Самый приятный. Самый приятный. Но там он проходил с чашечкой кофе. А у нас чудо-напиток. Мы вам сейчас про него расскажем. Ну-ка. Сначала попробуем. Сначала попробуем. Так. Ой, корочка какая нежная. Вот. Так.
Спасибо, что мне отрезал. Мороженку. Мороженку. Чудесный штрудель. Нежный, хрустящий снаружи, нежный внутри. Потрясающий. Ну, ваше здоровье. Дорогие друзья, все шкурки от яблок мы не выкинули. Мы очень экономны. Мы залили их кипятком, добавили половинку лимона, 2 столовые ложки меда и буквально 3-4 звездочек гвоздики. И получился просто божественный напиток, который, как говорят, благодаря гвоздике является антиоксидантом. Еще раз, за здоровье! Так что приготовьте себе штрудель, приготовьте этот чудесный напиток из остатков яблок и получайте удовольствие. И радуйте всех своих близких и себя. И обязательно подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда, ни при каких обстоятельствах не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих любимых и близких потрясающей вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!